Здравствуйте все! На канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. У меня накопились полоски ткани. Короткие, длинные, узкие, широкие, различной фактуры. Я решила их пристроить. Подобрала подходящие по цветовой гамме. А для основы я взяла вот такую хлопковую ткань. Это плотная ткань, диагональ. И начинаю выкладывать свои лоскутики. Свои полосочки так, как они прилягут. Короткие я не сшиваю между собой, пока я только все прикладываю. И вот, когда укладываем, смотрим, чтобы это было интересно. Где-то можно поменять, где-то сделать поуже, наложить сверху. И вот когда результат уже нас удовлетворит, я эти полоски закреплю вот таким клеем-карандаш. Сильно мазать я не буду. Я делаю небольшие штрихи в нескольких местах, только для того, чтобы ткань не сдвигалась. И уже после этого я дополнительно еще сколю в нескольких местах булавочками. И потом всю эту заготовку я под машинку и прошью швом зигзаг по срезам каждой полоски. И это будет своего рода стежка. И вот так выглядит заготовка после стежки. И вот такая она с изнанки. Ну вот, девочки, у меня две такие заготовки размером 45 на 37. И это заготовки для сумки. Сумка будет для покупок. Ну, хотите, пляжная. Ну, а чтобы придать ей романтичности немного, нежности, я добавлю вот такие цветочки. Цветочки я буду крепить с помощью клея. А потом, конечно, я прострочу все это на машинке. Вот таким образом. Клеем удобно пользоваться. Это не иголочки, которые постоянно норовят выскочить, уколоть. Вот таким образом я сейчас украшу немножко нашу сумочку. Я пришила цветочки и добавила стебли. По-моему, так гораздо интересней. Стебли я сделала вот из такой нити. По-моему, это нить, которая используется для запечатывания мешков. Прошивают мешки. Пришила я ее швом зигзаг. Ну, а чтобы задней половинке не было обидно, я и сюда тоже пришила один цветок. Ну и внутри сумки у меня тоже будут цветы. А на заднюю часть я пришью карман. Без кармана сумки неудобны. И вот карман. Я его посадила на клеящий материал. Таким образом укрепила. Он у нас получается плотненький такой. И теперь с изнаночной стороны на задней стенке сумки я
прикину, на какой высоте будет находиться карман, чтобы было удобно. Затем вот так отвернув, я проложу вот здесь строчку. Затем я заверну карман наверх и проложу по 3 сторонам, уже окончательно пришив карман, а затем проложу еще одну строчку примерно вот на таком уровне. Карман на месте. И теперь я обе детали складываю лицом к лицу. Вот таким образом. И прошиваю с 3 сторон. Конечно же, я все это сначала скалываю, чтобы у нас не было никаких перекосов. Я стачала детали с 3 сторон, и 2 шва я уже обработала бейкой. Бейку я выкраиваю из тюля, просто отрываю вот такую полоску ткани. При этом край получается абсолютно ровный, он не осыпается. Я его прогладила, сложила пополам, прогладила утюгом. И сейчас приложу к краю, прошью, отогну и еще раз прошью. И вот так у нас будет выглядеть обработанный край. Аккуратный, чистый. И вот теперь формируем донышко. Совмещаем шов донышка и боковой части. Это хорошо здесь прощупывается. При этом припуски на шов мы разводим в разные стороны, чтобы у нас не было большой толщины. Скалываем. И прокладываем вот так строчку. Ширина донышка у меня будет 6 сантиметров. Один уголок я уже прошила. И лишнее сейчас срезаю. И этот срез я также обработаю беечкой. И вот уголки у нас оформлены, швы обработаны. И я займусь верхним срезом сумки. Сумка у нас без заморочек, не будет ни молний, ни застежек. И чтобы не делать при подгибке лишних утолщений, я решила обработать срез такой же бейкой, какой обрабатывала и швы. Оторвала полоску тюля шириной 6 сантиметров, сложила вдвое, загладила утюгом. Сейчас я пришью по краю, заверну, и у нас будет чистый срез. Итак, я срез обработала, и теперь дело за ручками. У меня нашлись вот такие помощи от рабочего комбинезона. Ну, то есть это вот подтяжки. Я отпорола длинные детали. Они по цвету сюда прекрасно подходят. Но и они крепкие. Но оказалось, что к одному концу они слегка заужены. Я подумала, почему бы их не оставить в таком виде. Ну, такое вот нестандартное, креативное решение, скажем так. Конечно, в таком виде я их не оставлю, я их
слегка облагорожу. Ну вот, девочки, готовая работа. Значит так, верхний край я завернула вовнутрь, где-то на 4 сантиметра. И по краю сгиба я сделала отстрочку. Ручки я вот таким образом нашила сверху, посередине того, что у меня было, вот такую полосочку, чтобы гармонировала с верхом сумки. И нашила ручки сверху. И вот этот край я не подгибала, я его, как вот он был открытый край, я по нему и прострочила. Отстрочку я сделала дважды, так что ручки у меня пришиты намертво. Девочки, чувствую, что профессионалы меня сейчас побьют. Почему открытый край? И по ширине ручки неровные. То есть вариант абсолютно не классический. Но я подумала, что здесь у меня такая техника применилась. Все полоски я пришивала с открытым краем. Ну а почему не применить это и к ручке? Вот такой вариант. Девочки, все мастерицы ведут свой канал для вас. И чтобы муки творчества не пропадали зря, не устают вам напоминать о том, чтобы вы не забывали нажать на колокольчик. Я тоже вам об этом напоминаю. И если вам нравятся мои работы, подписывайтесь на канал. А на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!